Друзья, доброе утро! У меня отличное настроение и новый видеоролик. И тем и другим сегодня я с вами обязательно поделюсь. Итак, сегодня мы не будем с вами переделывать мебель. Сегодня я вам покажу, как на поверхности можно поимитировать кожу. Будут разные варианты. В общем-то, я в дальнейшем буду это применять на мебели. Вы где будете применять, это уже как ваша фантазия вам подскажет. Ну, в общем, моя задача поделиться тем, что знаю. И, значит, первый вариант у нас будет такой в итальянском стиле. Значит, итальянцы, они очень любят такие терракотовые цвета, бордовые, значит, шоколадные. Вот у них и на мебели, именно на дереве, и на коже очень часто присутствуют эти цвета. И вот сегодня мы тоже будем работать с такими цветами. Я вам сейчас все покажу и все расскажу. Итак, значит, для работы нам понадобится... Ну вот я приготовила такой планшетик, чтобы показать вам небольшой. Так, для работы нам с вами понадобятся краски, значит, акриловые, черная, вот у меня, затем вот такая вот терракотовая, вот такая вот, на камеру кажется она коричневая, но она такая бордово-коричневая, ну, в общем, терракотовая. Значит, цвет шоколад, темно-коричневая. Затем нам понадобится вот такая вот горчичного цвета краска. И еще я взяла тоже вот тут бордовая у меня. И светлую красочку бежевую тоже будем использовать. Смотрите, друзья, я не покупаю в магазинах для творчества вот эти вот наборчики в маленьких баночках акриловые краски. Почему? Потому что не очень экономно, потому что я работаю с большими объемами. Что я делаю? Как я выхожу из этой ситуации? Я покупаю на рынке на строительном акриловую краску базы С. Она прозрачная, ну то есть на вид-то она вроде как белая, вот, но на самом деле она прозрачная. Вот сюда я добавляю колеры, ну то есть отливаю вот в баночку, да, и добавляю черный там, вот если мне нужна черная краска, я добавляю черный колер. Если мне нужна, допустим, вот такая терракотовая, то я добавляю, соответственно, цвет, колер. Вот такой. Если такие колеры добавить в белую краску, то у вас получатся пастельные такие тона, светло-коричневые, не черный, а серый. А вот в базу С вы получите именно такой цвет, который вам нужен. То есть берете краску, добавляете колер и получаете именно тот цвет, который вот на колере, да, вот какого цвета колер, такую краску с базой С вы и получите. Это вам такой лайфхак, может кому пригодится. Вот. Очень здорово, можно поэкономить. Вот взяла недавно фактура, новую вот я опробовала. Ничего, мне понравилась база С вот этой вот фирмы. Значит, брала Текурила, мне очень нравится. Финские краски нравятся, немецкие, финские краски. База С мне очень нравится. Единственное, что мне не нравится, это, конечно, ВГТ база С. Сама краска эмаль белая превосходная, мне нравится, я работаю с ней, фирмы ВГТ. Но база С мне их, ну, никаким боком. И я вам тоже как бы не рекомендую. Вот. Она, очень много туда нужно колера, она плохо насыщается колером, и не яркие краски, в общем-то, получаются. Поэтому, ну вот, фактура мне понравилась. Недорогая краска, как бы, да, база С. И хорошая насыщенность в ней. То есть добавляете колер, хорошо насыщается. Не надо туда
полторы тонны колера лить, чтобы получить то, что вы хотите. Так, тут немножечко с вами поделилась. Дальше нам нужны будут вот такие вот губочки. Вот спонжики. Это я из обычного поролона, плотного, ребят, поролона плотного. Вот такого вот. Я вырезаю себе губки и с ними работаю. Еще нам понадобится кракелюрный лак двухшаговый. Это я брала в магазине для творчества. Значит, вот эта фирма Креал мне очень нравится. Почему? Потому что не надо ждать там очень долго, несколько часов, пока высохнет первый шаг, потом наносить второй, еще столько же ждать. Вот Креал, он очень хорошо, вот очень просто с ним работать, он быстро сохнет и дает прекрасные трещины. Сегодня вот с ним будем работать. Еще нам с вами понадобится у меня вот такая вот пудра золото. Я брала тоже давно в магазине для творчества. Вот такая вот прям пудра. Но я так думаю, что не обязательно вот прям такую пудру в магазине для творчества. Можно заменить втирками для маникюра. В лаке втирают там втирки. Вот такой втиркой, пудрой тоже можно заменить. В общем-то, так, все рассказала, вроде показала. Так, мне еще нужно будет вот такой пульверизатор с водой. Буду пользоваться. И вот трафаретик у меня есть. Ну, я буду использовать такой вот трафарет. Вот мне нужен будет вот этот рисуночек. Все расскажу и все вам покажу. Ну что, приступаем. По-итальяням немножко, ребятушки. Поехали. Теперь смотрим. Смотрите, я вот свой планшетик вот этот вот, значит, уже расчертила. Сделала в середине треугольник, этот ромбик. Ну, я отделила на 4 части. Теперь сначала будем заниматься вот этим ромбиком внутренним. Мы его отделим с помощью скотча, так, чтобы, когда мы его красили, на соседние участки мы не заходили. Вот так, есть. И начнем мы с вами с горчичной красочки. Вот такой вот. Поработаем с ней. Да, кстати, здесь я себе еще приготовила такую вот палеточку. Ну, то есть взяла кусок картона, покрыла его лаком. И здесь я развожу краски. Немножко вот так вот. Ну и светлые красочки возьмем. Серединку сделаем светленькую. Итак, значит, горчичный, светлый. Сначала будем работать вот таким светлым, бежевым. Затем берем горчичный. Опять бежевый. И вот так вот аккуратненько бежевым заходим на края горчичного. Поставила камеру под другим углом, чтобы вам лучше видно было. В общем, потихонечку начинаю заходить слегка светло-бежевым на горчичный цвет. Как бы сравниваем границы. Вот так вот. Цвета у нас перемешиваются немножко, и горчичный, и бежевый. И не видно будет границ, это будет все выглядеть естественно. Вот таким вот образом. Потихонечку. Потом берем опять горчичный. Слегка. Уже не макая в краску, то остатками красочки мы проходимся. Светленький немножко взяла. Высветлить побольше серединку. Вот так достаточно. Показываю, что у нас получилось. Снимаю наш скотч. Все, пусть сохнет.
Сейчас высохнет буквально 15-20 минут, и оно будет сухое. И поедем дальше с вами. Что, серединка наша высохла. Теперь будем оформлять наши боковушечки. Закрываем теперь серединку. Все, серединку закрыла. Здесь вот, значит, для оформления вот этих вот 2 квадратиков я тоже оставила место и закрыла скотчем. Отделила, то есть вот это от вот этого. Значит, теперь будем в одном цвете оформлять вот эти 2 квадрата. Для этого сейчас мы будем использовать, значит, основной у нас в середине будет горчичный цвет. Дальше добавим немножечко. Цвета будем перемешивать, ребят. Тут уже, знаете, кому какой цвет вот нравится, тут уже колдовать. Тут какого-то рецепта такого прям нет. Уже на глазок смотрите, как смешать цвета. Я только покажу свое видение, да, этого. А мы же все разные, у всех видение разное. Значит, горчичный, бордовый, вот этот терракотовый добавляю. Начинаем отсюда. Значит, вот с этого угла сейчас мы с вами поведем наш горчичный цвет. Вот так вот в произвольном порядке. Теперь что я делаю? Я чуть обмакиваю в бордовый. Тут же мешаю вот так вот с терракотовым. Там, где мы не закрасили, вот эти оставили цвета, места. Тут вот проходимся. Берем нашу губочку горчичную и постепенно вот так вот сравниваем границы. Растушевываем аккуратно вот такими вот движениями. Если красочка будет подсыхать, то вот можно будет сбрызнуть. Но у меня пока не подсыхает, поэтому я пока не пользуюсь ей. Но на всякий случай всегда держу под рукой. Вот так вот понемножечку губочкой тянем, перемешиваем цвета. И как бы вот такой уже осветленный цвет вот немножечко протягиваем на наш горчичный. Вот этот вот терракотовый. Тянем сюда. Вот так вот достаточно. Переворачиваем. Теперь с этой стороны будем колдовать. Работать будем с этими же цветами горчичным. Теперь давайте вот отсюда поведем. Вот так вот в произвольной форме. Бордовую нашу. Горчичный. Начинаем сравнивать границы, сглаживать их. Вот что у нас с вами получилось. Отправляем на сушку и будем работать с этими 2 сторонами. Так, теперь будем вот эти 2 стороны оформлять. Здесь у нас за основу возьмем терракотовый. Перемешиваю бордовый и терракотовый. И поехали. Серединки. Ой, с угла к середине. Чуть-чуть добавила горчичного. Поиграем немножко цветами. Теперь выкладываем шоколадный. И начинаем по краю наносить шоколадный. Опять берем терракотовый, немножко добавляем горчичного, перемешиваем все
И пошли сравнивать границы. Можно в середине немножечко вот. Давайте вот так вот темненьким пройдемся. Опять перемешаю немножко цвета, чуть светлее сделаю. Где-то вот здесь вот добавлю. Вот теперь переходим на эту сторону. Здесь то же самое сделаем. Так, ну показываю. Вот. Перемешали мы шоколадный и терракотовый аккуратненько с этих двух сторон. А здесь у нас горчичный и терракотовый. Тоже аккуратно перемешали. Сейчас снимаем скотч и отправляем на сушку. Высохнет. И поедем дальше. Все, высохло. Едем дальше. Сейчас будем оформлять серединку. Вот для этого нам понадобится с вами трафарет. Я буду использовать вот этот вот фрагмент рисунка. Смотрю как. Прикладываю, чтобы он у меня посерединочке шел. И буду работать с двумя губочками. Терракотовая и шоколадная. Начинаем с терракотовой. Переключаемся на шоколадную. Вот так вот. Так, отправляем сохнуть. Так, высохла наша серединка. Поедем дальше. Значит, для следующего шага нам с вами понадобится шоколадная краска и черная. И вот такая вот скошенная кисточка. Вот она. Сейчас мы будем выводить границы, оттенять. Накладываю на палеточку немного шоколадной краски. И туда же замешиваю черную, чтобы она была темной, шоколадная. Вот так вот у нас получился прям горький шоколад темный. Переставляю камеру и показываю вам, что сейчас буду делать. Так, смотрите. Теперь беру только вот этот кончик, обмакиваю. Вот буквально, может быть, чуть меньше половины кисточки. Вот от кончика чуть меньше половины. Я обмакиваю в краску. И теперь провожу вот так вот по линии соединения наших двух так пройдусь сейчас сначала с одной стороны полностью по контуру, потом также с другой стороны. То есть с этой стороны мы вывели контур, с этой мы также его будем выводить. Вот так же проходиться кисточкой и выводить контур. И внутри нашего ромба сделаем то же самое.
Вот так сейчас полностью всю пройдусь по картинке кисточкой. Так, ну все, высохло. Вот что у нас получилось. Едем дальше. Значит, теперь приступают к своей работе лаки кракелюрные. Работаем сначала с первым шагом. Вот он у нас первый шаг. Хорошенечко взбалтываем. И вот так вот веерной кисточкой я буду наносить его. Если хотим трещины потолще, значит сделаем немножко погуще, чтобы, ну, слой такой плотненький ложился, толстенький, не тонкий. Ну и не совсем, чтобы текло с него. Смотрю, чтобы вся поверхность была покрыта. Нигде не было пропусков. Все, оставляю сохнуть. Сохнуть должно при комнатной температуре, никакими фенами я пользоваться не буду. Вот так вот и будет сохнуть. Как высохнет, посмотрю на отлип пальчиком. Вроде как и сухой, но пальчик, чтобы чуть-чуть прилипал. И тогда будем покрывать второй слой. Так, ну все, первый слой наш высох. Все, чуть-чуть, может быть, где-то, ну прям совсем незаметно. А так вот все сухенько. Теперь накладываем второй слой, второй шаг. Значит, знаете как, если первый шаг вот мы накладывали вот так вот кисточкой, то второй шаг мы будем накладывать вот так вот кисточкой. Отправляем сохнуть. Ну что, высохло. Показываю трещинки. Не знаю, будет видно вам на камеру. Но сейчас мы их заполним все золотой пудрой. И они проявятся очень хорошо. Так. Ну что, теперь в ход у нас идет пудра. Лишнее чуть стираю влажной тряпочкой. Вот так вот. Вот теперь вам видно трещинки. Видите, какие красивые? Так вот сделаем. Вот какая красота у нас получается.
Так, едем дальше. Теперь будем имитировать стежки. Но это же у нас кожа. Значит, у меня есть вот такая гелевая ручка. Я покупала у нас тоже в магазине для творчества. Можно тоненькой кисточкой и, в общем-то, акриловой краской аккуратненько вот так вот сделать имитацию стежков. Ну, я взяла для этого случая ручку, и работать я буду ей. Вот прям линеечку выставляю. Так вот. Пол-сантиметра в эту сторону. И с другой стороны пол-сантиметра в эту отступлю. И стежочки где-то по 7 миллиметров буду делать. Такие толстенькие, чтобы их видно было. Вот видите? Теперь с другой стороны также пол-сантиметра отступаем и параллельно ведем стежки. Теперь сделаю я вот эту строчку по всему рисунку и строчечку вот тут внутри нашего вот такого декоративного украшения. Сейчас все прострочу и конечный результат вам покажу. Ну все, отстрочила. Показываю, что у нас получилось. Вот так вот. Ну что, едем дальше. Значит, следующий способ создания имитации кожи. Также расчертила, вот сделала этот самый ромб внутри и по квадратам сделала вокруг ромба. Так, для следующего способа нам с вами нужно будет шпаклевочка. У меня ВГТ. Мне очень нравится с ней работать. ВГТ универсальная. Так, 2 трафаретика. Это я, знаете, картинки с интернета нашла. Вот имитация кожи, трафареты. Сделала сама трафареты. Вот. Как сделать трафареты у меня есть на канале. Ссылочку я вам оставлю. Внизу будет под видео в описании. Посмотрите. Ну и все, в принципе. Больше нам здесь ничего. Да, ну и краски потом нужно будет. Расскажу, какие. Сейчас что мы делаем? Сейчас первое мы опять-таки закрываем наш ромб. Все, серединку я закрыла. Выложила на палетку шоколадный цвет, темный, и светлый бежевый. Вот 2 цвета, с которыми мы будем работать. Значит, и создавать вот серединочку мы с вами будем как в предыдущем способе. Сначала мы набираем светлый цвет. Произвольно его. Теперь берем шоколадный, обмакиваем губочку и немножечко мешаем с этим, с бежевым. То есть светлый такой делаем. Чуть высветляем шоколад наш. Теперь начинаем сглаживать границы. Чередуем 2 цвета, как бы растушевываем. Вот так и оставим. Все, отправляем сохнуть. И приступаем к следующим действиям, когда высохнет.
Друзья, я немножко переиграла. Так как у нас будет здесь имитация крокодиловой кожи и кожи змеи, везде там присутствует что-то такое зеленоватое, я решила немножечко добавить еще зелени и нашего горчичного цвета. То есть, ну вот как-то такую мешанинку сделать. В общем, выкладываю немножко зеленого цвета, чтобы он у нас не был такой яркий. Бабахну я туда черного. То есть я его так вот подтемню. Вот такой у нас болотненький такой будет темный. Вот это у нас подсохло. Вот для этого нам нужна будет сейчас вода. Вот с пульверизатором. Сейчас я покажу. Бежевый, шоколадный, горчичный, зеленый. Высохло. Сбрызнула, чтобы была немножко влажная. Опять перемешиваю шоколадный с бежевым. Хаотично. Теперь берем зелененький. Немножко его смешиваем с горчичным. Опять зелень. Чуть-чуть с горчичным. В общем, заменила, получается, цвета на горчичный и на зеленый. Получился такой горчичный с зеленым. Где-то светленькая немножечко прошлась бежевым. Вот такой цвет. Так он больше у нас походит и на змеиную кожу, и на кожу крокодила. Эти цвета ближе. Вот теперь отправляем сохнуть. Серединка наша высохла. Скотчем я ее заклеила внутри. Здесь обозначила границы, за которые, чтобы не заходила, ну не испачкала. Сейчас будем работать с этой частью и с этой частью. Сюда мы будем выкладывать вот такой трафарет. А на вот эти вот уже две мы будем выкладывать. Значит, это у нас крокодильчик. Это у нас змеюка. Начинаем с крокодила. Выкладываем. Давайте вот так вот. Беру шпаклевочку нашу. И поехали. Мастихинчик. Беру вот такой вот у меня большой мастерочек, широкий, и им выравниваю, чтобы было все ровненько. Так. Снимаем трафаретик наш. Вот что у нас получилось. Сейчас на этой стороне точно так же выложим. Помою сейчас трафарет и сюда наложу. Также потом отправим сушиться. Друзья, высохли теперь эти части. Переклеила скотч. Теперь будем делать вот эти две части. Выкладываем нашу змеюку. Смотрим вот так, чтобы ровненько рисуночек у нас лег. Ну и все то же самое. Шпаклевочкой сейчас пройдемся. Видите? Выравниваем шпательком. Вот змея наша. Теперь с этой стороны также сделаем и отправим на просушку.
Высохла наша поверхность. И это, и это. Теперь нам надо будет отшлифовать все. Значит, я буду работать абразивной губкой, вот такой вот. У кого нет, можно 120 наждачкой. Вот. Мы аккуратненько теперь вот как бы шлифуем все это. Слегка, сильно давить не нужно. Сейчас отшлифую полностью поверхность, и мы с вами вернемся. Итак, отшлифовала все, гладенько теперь. Теперь смотрите, ребята, обратите внимание. Когда я делала трафареты, пока они не высохли, то есть я сделала эту сторону высохла, потом эту и эту. Вот эту и эту еще до высыхания я сняла внутренние наши, вот эти вот, то, что мы скотчем здесь заклеивали. Сразу сняла скотч. Почему? Потому что если высохнет, а потом снимать скотч, обламывается рисунок, который, допустим, заходил на скотч и на нашу поверхность, и бывает, что слетает вместе вот с теми, в общем-то, с тем рисунком, который уже на поверхности. Поэтому пока еще вот это все не высохло, я сразу снимаю внутрянку. Теперь я ее опять буду сейчас обклеивать, потому что мы начнем красить нашу поверхность. Сейчас обклеим и с вами вернемся. Так, все, значит, это внутряночку нашу, внутреннюю, вот этот ромбик я заклеила. Теперь следующий шаг. Следующий шаг, я хочу закрепить нашу шпаклевку, чтобы она была крепкая, и я не боялась, что где-то ее можно повредить. Значит, что я сделаю? Сначала сейчас я все это промажу клеем ПВА, всю нашу шпаклевку, потом дам высохнуть, а потом покрою акриловым лаком. И только потом мы с вами приступим к покраске. Тем самым вот клеем ПВА и акриловым лаком я защищу ее, то есть она будет очень крепкая. И, в общем-то, повредить ее будет сложно. Итак, клей ПВА у меня столярный. У вас может быть какой-то другой. В общем, промазываю. Хорошенечко промазываю все. Сменю кисточку. Смотрим, чтобы нигде не оставалось вот затеков от клея ПВА. То есть излишки кисточкой убираем. Все. Отправляю сохнуть. Высохнет. Потом будем лаком прокрашивать. Так, высохло. Высох наш клей ПВА. Теперь будем покрывать лаком акриловым. Все, отправляем сушиться, высохнет, а потом начнем красить. Так, лак тоже высох. Теперь будем окрашивать все вот это вот в черный цвет, черной акриловой краской. Покрасила в черный цвет. Кому-то, может быть, вот так вот понравится, оставят. Можно полусухой, высохнет, когда краска, полусухой кистью дать, допустим, там, где у нас змейка, дать можно такой вот медным золотом, да, а где крокодильчик, можно просто там серебром или тоже золотом желтым там каким-нибудь дать. Ну и оставить так, то есть, ну, тоже неплохой такой вид. Но у меня немножко другая задумка. Я сейчас отправляю сушиться вот нашу краску. И потом покажу, что будем делать дальше. Черный цвет наш высох. Теперь смотрите, отделилась. Сейчас мы будем с вами работать вот с этими двумя поверхностями. То есть змеюку будем оформлять. Первую, что мы сделаем? Вот кисточка веерная. Затем я беру нашу красочку горчичную, полусухую кисть делаю, то есть в краску макаю, делаю полусухую. И поехали. Прохожусь полностью кисточкой по нашей поверхности, чуть осветляю ее. Так, вот смотрите.
осветлили немного. Вторую тоже так же. Пока это будет подсыхать, мы вторую осветляем. Эта сторона подсохла и потемнела. Теперь переворачиваем. Пускай это сохнет, эту опять продолжаем осветлять. То есть первый слой краски подсох нашей горчичной. Сейчас пройдемся вторым слоем. Краска, когда подсыхает, она темнеет. И то есть вот, ну, как бы становится темная и не особо заметная. Нам надо вот выделить структуру вот этой змеиной кожи. Поэтому проходимся второй раз. Вот, видите, уже посветлее стало. А тут еще темная. На второй раз теперь с этой стороны проходимся. Все, высветлили вот так вот. Теперь даем просохнуть. Пусть хорошенько просохнет, минут 5-10. И мы с вами вернемся дальше, будем оформлять. Так, подсохло. Вот, видите? Светлые поверхности стали. Теперь что будем делать? Теперь сделаем сюда на палеточку темно-зеленый цвет. Возьмем наш зеленый и возьмем черный. Теперь потихонечку вот так вот сверху немножко позеленим. Вот так вот с краюшку. Переворачиваем. На этой стороне то же самое сделаем. Вот так вот. Чуть-чуть зеленого добавили. Кисточку вытираю. Теперь беру терракотовый. Лишнее убираю. Теперь прохожу слегка вот так вот кое-где терракотовым. И у нас такие, знаете, переливы будут. Зеленый с горчичным, с терракотовым. Они между собой перемешаются, цвета. И такой, как вот у змеи кожа переливается, так же и это будет выглядеть. Тут немножко переборщила. Сейчас закрою. То есть ничего страшного, если где-то вы переборщили, просто вот этой же беру горчичный и чуть-чуть перекрываю. Вот так вот. Все, теперь вот у меня здесь переливаются и зеленый, и терракотовый, и горчичный. То есть вот такая структура, как вот у змеи кожа. Вот такой же. Вот. Так, теперь даю высохнуть. Все, на этом этапе мы оставляем. Даю высохнуть и будем делать с вами крокодильчика. Друзья, еще один моментик забыла. Значит, хочу пройтись немножечко по нашей вот этой коже. Вот такой вот красочкой акриловой. Это у нас медная такая вот медь. Вот немножечко прям возьму на губку. Лишнее уберу. Вон, видите, вот такая вот она. И слегка вот так вот пройдусь. Придадим блеска нашей коже. И тогда она заиграет у нас по-новому. Вот видите как. И с этой стороны тоже так же сделаю. Все, значит, переклеила теперь скотч на эту сторону. Занимаемся теперь крокодильчиком. Опять берем горчичный цвет. И теперь высветляем горчичным цветом вот эти две стороны. Вот чуть осветлили.
переворачиваем, пускай пока эта сторона сохнет. Занимаемся этой. Ребятушки, если вот такой косячок, ничего страшного. Можно всегда взять черную красочку и внутри вот так вот пройтись ею. Вот так вот, чтобы спрятать. Дать высохнуть и опять уже светлый высветлять. Поэтому не бойтесь. У всех бывают промахи, ошибки. Ну вот, осветлили мы с двух сторон. Теперь берем наш зеленый цвет и немножечко мешаем его вот с горчичным. У нас же крокодильчик зеленый, такой коричневый. Вот мы сейчас и будем мудрить. По краешку проходимся слегка так вот зеленой красочкой такой. Позеленим бочка ему. И с этой стороны также. Позеленели слегка. Я вам все покажу потом поближе. Так, даем просохнуть минут 5-10, пусть просохнет. Так, подсохла наша поверхность. Теперь будем работать с бежевой красочкой. Вот, берем бежевую, немножечко мешаем ее с горчичной, так, чтобы была светло-светло-горчичная. Чуть-чуть вот перемешиваем цвета. Вот так вот. И проходимся посередине, спинку высветляем. Теперь то же самое с этой стороны. Кисточкой работаем, как будто бабочка крылышком машет, то есть без нажима, слегка-слегка вот. Ближе покажу, вам будет виднее. Так, теперь следующее, что теперь я буду работать с патиной, с золотом. Можно акриловой краской золотой. Так, нет, патина я буду, сначала я сейчас залакирую, патину мы в конце даем, после лака, потому что если сейчас мы положим патину, а сверху потом покроем акриловым лаком, то блеск патины как бы не будет такой яркий, лак его акриловый, он как бы приглушит его. А я хочу так, чтобы переливалось все это дело, поэтому патину оставим напоследок. Сейчас мы снимаем скотч и все пролакируем. Эти две я уже части пролакировала. Теперь вот эти две и серединочку. Так, сняла. Теперь вот эту часть сейчас мы оттонируем немножечко коричневым, вот шоколадным. Вот такой вот кисточкой скошенной. Я понемножечку вот так вот. Так, наверное, нужно будет черного добавить чуть-чуть. Зеленого сюда. Сейчас мы намешаем. Никогда не бойтесь экспериментировать. Ну, не получится, можно закрасить. Ничего страшного, ничего смертельного не произойдет. Пробуйте. Такой полусухой кистью оттеняем просто вот так вот. Все, серединку нашу оттенили. Теперь будем все покрывать акриловым лаком. Вот таким вот.
Ну, у меня вот такой лак, у вас может быть какой-то другой. Вот глянцевый, акриловый лак. И поехали. Смотрим так, чтобы затеков особо не было, чтобы все равномерно лак распределялся по поверхности. Так, все, отправляем на просушку. Потом будем покрывать нашего крокодильчика золотой патиной. Ну что, мои хорошие, едем дальше. Теперь патина золотая. Стряхнула. Покупала в магазине все для творчества. Я говорю, если нет патины, можно и акриловой золотой красочкой. Вот, слегка обмакиваю, лишнее убираю. И слегка вот так по бокам прохожусь по крокодильчику, золочу его. Будет у нас золотой крокодильчик. Крокодила позолотили. Дальше. Сейчас будем делать стежки. Все так же, как в первом способе. То есть беру гелевую ручку белую, линеечку и поехали. Здесь внутри мы еще швы пустим. Выставляю. Ну, в общем, сейчас отсрочку сделаю. Здесь по швам все это. И мы с вами вернемся. Я вам расскажу, что будем дальше делать. Так, друзья, все, отсрочку я сделала. Вот смотрите, все, закончила. Серединка у нас пустая. Здесь у нас будет изюминка. Рассказываю, показываю. Вот такая вот ящерка у меня есть. Она сделана, я в молд заливала жидкий пластик. Давно уже. И вот одна ящерка у меня как бы сохранилась. Теперь, значит, что я сделаю? Эту ящерку я помещу вот так в серединку. Она же у нас тоже чешуйчатая. Сначала мы ее с вами покрасим в черный цвет. Сначала красим ее в черный цвет. Все. Пластик прекрасно красится. Сейчас мои ножки все, мордаху. Все мы и закрасим в черный. В общем, крашу я ее в черный, высохнет, потом будем с вами золотить ее. Ящерка наша высохла. Сейчас мы ее будем золотить. Так. Вот так. Сейчас мы ее приклеим сюда. И вот так вот у нас будет. Теперь я беру клей Момент Кристалл и приклеиваю. Смотрите, друзья, еще какой момент. Если вот, допустим, нет вот такой ящерки, можно, да можно не обязательно ящерку. То есть можно вообще вырезать трафарет и сделать ящерицу объемную из трафарета. То есть заложить трафарет и пройтись шпаклевочкой. И также уже сделать ее, вот покрасить черный, потом позолотить. В принципе, хороший выход из
положения, если нет вот такого. Можно еще что-нибудь, вот, ну, кого-нибудь сюда сделать. Ну уж у кого как фантазия заработает. Ну что, мои хорошие, едем дальше. Еще один способ создания имитации кожи. Сейчас мы его с вами разберем. Для этого нам понадобится вот такая вот бумага. Это у меня обои под покраску. То есть, если нет таких вот обоев, ну, то есть это обычные белые обои. Просто мне понравилась тут фактура такая, знаете, она очень походит на кожу. Поэтому я ее вот использовала. Но если нет такого, ничего страшного. Можно обычные офисные бумаги, листы использовать. То есть вот так же их составить. И, в общем-то, все то же самое. Просто будет гладкая кожа, не фактурная. Вот. А так, в принципе, все то же самое. Сейчас расскажу, как я делала эту бумагу, как создавала вот эти вот такие пятна. Отрезала вот кусочек обоев. Дальше в кипяточке развела цикорий. Не кофе, а цикорий. Вот. Взяла бумагу, обои, смяла их так. С бумагой все то же самое. Только с бумагой надо поаккуратнее работать, потому что она тоньше, соответственно, ну, расползаться будет. Тут все аккуратненько. А обои, они более прочные. Вот мы ее смяли так. Теперь мы помещаем ее в нашу мисочку. Вода уже подостыла, тепленькая. Мы ее помещаем сюда. Замачиваем. Следующее. Нам понадобится духовка разогретая. Вот у меня на 220 стоит, можно 180. Ну, я уж так поставила. Берем нашу замоченную в мисочке наши обои. Достаю противень. Вытаскиваю обои. И раскладываю на противень. Затем беру кисточку. Любую кисточку. Здесь у меня очень сильный раствор. Ну, то есть совсем такой прям черный этого же цикория. И вот так вот прям кисточкой капаю. В хаотичном порядке. Закрываем. Минуточку ждем. Как раз сейчас она там поджарится у нас, высохнет. Покажу дальше, что будем делать. Все, ребятушки, высохла наша бумага. Я прям беру влажную тряпочку и видите, где у нас вот сильно прям коричневое, мне не нужно. То есть я беру влажной тряпочкой с собой вот так вот и немножечко вот так вот подстираю. В фактуре где-то там остаются вот это самое темные пятнышки, а тут вот где-то подстираю, где-то оставляю. И вот что у нас с вами получается. Вот такая вот интересный рисунок. Ну, смотрите, друзья, мне вот как бы 2 листочка достаточно. Ну, 3-й запасной я взяла, потому что у меня тут, видите, немножечко не по размеру. То есть коротковатые листочки. Но будем сейчас колдовать. Вот приставляю вот так вот наш листик. И теперь в произвольной форме мы сейчас с вами будем какие-нибудь геометрические фигуры тут нарисовывать.
Просто вот как фантазия у вас работает, так и делайте, в общем-то. Здесь я сделаю чуть ниже, может быть, вот сюда. Здесь у нас уже не хватает. Значит, тогда мы добиваем вот этот верх. Давайте вырезаем пока вот эти вот. Сзади я отмечу, чтобы я не потеряла, когда вырезала, куда что. Как пазл будем складывать. Вырезаем. 1. Сюда укладываем 2. Это у нас троечка пойдет. Это 4. Как она у нас шла? Вот так вот. Так, вот приклеим сейчас их. Значит, я буду приклеивать на клей ПВА столярный. У вас может быть другой какой-то клей ПВА, универсальный. Начинаем с уголочка. Промазываем хорошо клеем. Укладываю. Не забывайте, наш вот этот напиток кофейный, да, он еще ничем не закреплен. Если мы будем работать с влажной салфеткой, мы можем стереть, в общем-то, наш вот этот вот рисунок от кофе, ну, от цикория в моем случае. Поэтому я работаю сухой салфеткой. Вот намазала клеем ПВА и аккуратно вот придавливаю. Потом, конечно же, мы лаком закрепим весь наш рисунок. Аккуратненько, ну, пока вот так вот. Можно, конечно, из баллончика лаком пробрызнуть, пока еще целые листы. Можно и так лаком, не из баллончика, аккуратно акриловым дать высохнуть, потом уже не боясь работать. В общем, приклеиваем сейчас вот так вот то, что мы пока вырезали. Вот. Склеиваем. Вот таким образом, как вот я вам показала. Выгоняем все пузырьки воздуха оттуда. Из-под нашей заплаточки вот этой вот. Так, вот вторую тоже промазала. Смотрите, приклеиваем все стык в стык. Вот так вот. Все ровненько, чтобы наши вот эти обрезочки с друг другом ложились ровненько по линии. Ну вот смотрите, друзья, то, что мы с вами вырезали, вот я приклеила. Теперь я дальше буду также приставлять уже обрезки вот эти вот и делать какие-то вот фигурки, вырезать как мне нужно, здесь лишнее отрежу. То есть вот такие вот разные геометрические фигуры нарежу и полностью полотном, чтобы у нас вот получилось как заплаточками. Нарежу все, приклею и покажу. Так, ну что, друзья, смотрите, вот наклеила. Вот что у нас с вами получилось. Так, теперь следующий шаг. Теперь я беру вот такую тоненькую кисточку. Коричневую краску, темно-коричневую. Я вот сюда на палеточку себе выложила уже. Чуть-чуть бежевой краски и коричневой. И мы будем теперь прорисовывать вот эти вот линии со стыковки наших вот геометрических вот этих вырезов. Вот так, как мы приклеивали, так мы и будем прорисовывать. Ну что, ребятушки, вот, значит, прорисовали мы линии.
Теперь что я сделала? Я сделала карандашом аккуратненько, чтобы работа у меня была аккуратная. Я предварительно набросок сделала карандашом, как у меня будут проходить стежки. Вот. Потому что зрение у меня плохое, я не могу сразу прям вот краской все это делать. Боюсь, что будет где-то промахнусь и будет неаккуратно. Поэтому наметила все карандашиком. А теперь я возьму вот такую бульбочку. Можно кисточкой, можно какой-нибудь старой ручкой, ну, не пишет которая. Можно этим фломастером по пластмассе пишет, который не стирается. Вот таким фломастером можно. В общем, что я буду делать? Теперь я буду прорисовывать там, где карандашом уже наметила точечки. Теперь я буду прорисовывать черной краской. Выкладываю на палеточку себе красочки. И поехали. Бульбочку вот смачивать буду в красочке вот так. И уже по отмеченным вот так вот буду проходиться теперь краской. Сейчас полностью пройдусь. Черные точечки эти отмечу. И потом покажу, что дальше будем делать. Значит, точечки наши высохли, и на этом этапе мы с вами покроем лаком наше изделие. У меня вот такой лак ВГТ акриловый, он матовый. То есть я здесь не хочу видеть глянцевую поверхность, я ее сделаю матовой. И аккуратненько я покрываю все лаком. Не забываем, что у нас вот здесь не покрыта лаком наша пропитка от кофе, поэтому я кисточкой не развожу, чтобы не стереть вот это вот наши такие узоры. Напоминаю, что можно лаком акриловым с баллончика просто пробрызгать. Ну все, покрыла я лаком полностью. Теперь пускай сохнет, а потом расскажу, что будем делать дальше. Высохла наша поверхность, все, лак просох весь. И тут я вот уже немножечко шовчик порисовала тоненькой кисточкой. И белая акриловая красочка. Сейчас мы с вами покажу вам, как я делала. На вот этих пересечениях, вот где у нас стыки, вот тут вот, здесь мы с вами сделаем по-другому немножечко. На весу, конечно, мне неудобно, но вот показываю. Еще один стык покажу. Можно, конечно, это все рисовать и ручкой белой. Вы знаете, она не очень ярко пишет. Здесь не видно. Ей, конечно, поудобнее рисовать. Вот эти неяркие стежки такие. Их практически не видно. Поэтому я рисую кисточкой. Ручка, видите, очень плохо видно. Ну, таким образом буду вот так вот прострачивать всю нашу поверхность.
все, строчка закончена. Смотрим, что получилось. Теперь жду, когда просохнет все. Ну все, мои хорошие, работа закончена. Показываю вам, что у нас получилось. Значит, последний наш вариант я покрыла сверху матовым лаком, дала просохнуть и, в общем-то, все это выставила на черную панель. Почему на черную? Потому что вот я прикладывала вот эти вот наши планшетики, ну, примеры поверхности, к разным цветам. И мне кажется, что вот первые два варианта очень хорошо будет сочетаться именно с черным цветом. Так как я в будущем собираюсь вот эти вот поверхности применять и тут тоже к мебели, то мне нужно было понимать, чтобы она не просто была вот одного такого цвета, да, а ну, с какими-то цветами сочеталась и как можно было бы поиграть с этим цветом. Итак, вот, вернемся к нашим баранам. Значит, первые два, мне кажется, с черным очень хорошо сочетаются. Здесь тоже неплохо, но я бы здесь, наверное, на последнем нашем варианте, я бы, наверное, поиграла либо с горьким шоколадом, темно-коричневый цвет, либо с орехом, ну вот что-то из коричневых оттенков. Вот сюда бы я применила. Вот. Друзья, хочу извиниться за качество съемки. Свет мой приказал долго жить. И, в общем-то, сейчас издалека не особо видно фактуру и цвет вот наших панелек. Но я это все поближе сниму при другом свете. И я думаю, вы увидите каждую детальку. Вот, значит, внизу под нашим примером наших панелей находится маленькая такая интрига. Многие мои подписчики и зрители канала, ну, в общем, много вопросов было по поводу того, как же переделать трюмо, как можно, варианты. Вкус разный у всех, люди тоже разные. В общем-то, следующий наш мастер-класс будет по переделке и декору трюмо. И одну из этих поверхностей я буду использовать именно вот в этом мастер-классе. А что у нас на выходе получится, мы посмотрим. Вы знаете, у меня тоже не всегда как бы в голове одна картинка, а когда начинаешь работать, в процессе работы что-то меняется, и на выходе получается совершенно другое. Поэтому возьмемся за дело и посмотрим, что у нас получится в итоге. Если вам понравился мастер-класс, если он был вам полезен, не забывайте, пальчик вверх, подписывайтесь на канал. Впереди у нас очень много интересных идей, очень много интересных работ. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить интересные мастер-классы. Но я буду с вами прощаться и будем заниматься нашим трюмо.